Приветствую, дорогие друзья и любители качественной музыки. Это Айсберг. И сегодня я бы хотел вас познакомить с новинкой от компании Juicer Defiant. Что ж, давайте не затягивать и перейдем к самому обзору. А приобрести Juicer Defiant вы можете в официальном магазине компании Hi-Fi Go, либо же в их AliExpress магазине. А все ссылки на покупку я оставлю в описании. Приходит же Defiant в довольно крупной, но стильной коробке, оформленной в черных тонах, где на лицевой части изображены сами шеллы расцветки Rainbow, а также название модели. А сзади, как всегда, перечислены основные характеристики этой модели, а также приятное дополнение в виде частотного графика. А сбоку нарисован логотип обзорщика Z-Reviews, который в коллаборации с Juicer сделали эти наушники. Внутри же коробки нас встречает такой матовый листок с логотипом, только уже от компании Juicer, который как бы презентует эту модель. А позади него располагаются сами шеллы с уже предустановленным кабелем. А снизу шеллов уложен очень симпатичный и вместительный фирменный кейс. Помимо шеллов и кейса, в комплект также входит небольшая инструкция, сертификат качества, брелок с логотипом Z-Reviews и салфетка с микрофибры. Повторюсь, что сам кейс очень симпатичный, а сделан он из текстурированной веганской кожи и окрашен в бордовый цвет, что делает его необычным по сравнению с привычными черными кейсами. И давайте же его откроем. Внутри него находится съемный балансный штекер 4 на 4 мм и пакетик с силиконовыми амбушюрами. Среди них есть 3 пары белых амбушюр с стандартным отверстием, 3 пары серых амбушюр с красной сердцевиной и стандартным отверстием, и 1 пара липких пенных амбушюр. Вместе с Juicer Defiant также предлагается модульный двухпиновый кабель в сине-красной расцветке, где на одной стороне находится съемный 3,5 мм штекер с позолоченными контактами, посередине же металлический сплиттер, а на другой стороне заушины, двухпиновые вилочки и индикация каналов. Шеллы Defiant сделаны из черной непрозрачной смолы методом 3D-печати, а лицевые панели или же фейсплейты украшены голографическим изображением, которое отдаленно напоминает радугу. Отсюда и взялось название расцветки Rainbow. Дизайн фейсплейтов еще интересен и тем, что он асимметричный, потому что на правом канале мы видим название Juicer, а также начало логотипа, а на левом его продолжение, иероглиф, заключенный в круг. На внутренней части корпусов мы видим металлический звуковод диаметром 6,17 мм, и он действительно ощущается широким и длинным. А внутри он имеет металлическую сеточку, демпферную форму и бортики по бокам для удержания амбушюр. Сбоку же мы видим одно компенсационное отверстие и двухпиновый разъем для подключения кабеля. Вес каждого шелла составляет 5,8 грамм, что делает их практически невесомыми, находясь в ушах. Сами шеллы небольшого размера, а их форма эргономичная, без резких углов внутри. А благодаря длинному и оптимальному углу звуковода они обеспечивают глубокую и надежную посадку с плотным прилеганием. И даже в моих небольших ушах они ощущаются комфортно и надежно, и не вызывают дискомфорта даже при длительных сессиях прослушивания. Как и все Hi-Fi наушники, эта модель также требовательна к выбору источника и по-настоящему раскроется лишь с качественным источником с высокой выходной мощностью. И несмотря на довольно доступный импеданс 32 Ома при чувствительности 109 дБ, Juicer Defiant начинает раскрываться лишь с портативным ЦАПом. Поэтому в данном обзоре я буду использовать портативный ЦАП Tangent Stargate 2, а вам рекомендую использовать хотя бы ЦАП от компании Apple для того, чтобы полностью раскрыть потенциал этих наушников. А перед тем, как переходить к звуку и звучанию этой модели, я хочу вам рассказать краткую историю о создании их. Так вот, Juicer X Z-Reviews Defiant – это результат сотрудничества китайского аудиобренда Juicer и популярного американского аудиофила и блогера Z-Reviews. Модель Defiant прошла 6 раундов настройки в течение 6 месяцев,
что в результате дает звучание, которое получило высокую оценку не только среди преданных поклонников Zero Views, но и западных энтузиастов. Эти наушники имеют гибридную конфигурацию драйверов, где за нижний регион отвечает 10-мм динамический излучатель с полиуретановой диафрагмой и 3 балансные арматуры, которые поделили между собою среднечастотный и высокочастотные диапазоны. Также Defiant оснащены трехканальным акустическим кроссовером. Он улучшает передачу звука и позволяет каждому драйверу воспроизводить определенный частотный диапазон без смешивания и искажений, а каждая акустическая трубка размещена отдельно для оптимальной настройки и превосходного звучания. А на графике частотных характеристик Defiant мы видим яркий подъем суббасового региона на целых 9-10 дБ относительно середины, что говорит о подчеркнутом, мощном и весомом звучании. Переход на мидбас сопровождается плавным спадом без явного пика в районе 150-200 Гц, что говорит о контролируемом мидбасе без лишней гудящей теплоты. Это обеспечивает четкий панч, но без замыливания нижней середины. Вероятно, бас здесь будет более быстрым и текстурированным, а не мягким или жирным. Середина здесь слегка утоплена, особенно в районе 200-1000 Гц, что типично для V-образной звуковой подписи. Однако, начиная с области около 1000 Гц, мы видим умеренный подъем, что добавляет ясности и разборчивости вокалам и инструментам, а также помогает им не теряться на фоне усиленного баса. А верхний регион здесь начинается со спада, и в районе присутствия, это около 4,5-7 тысяч Гц, мы видим явную яму. Это означает, что звуки, отвечающие за воздух и искры, например звон тарелок, будут приглушены, что может сделать звучание менее открытым и прозрачным. Но не спешите списывать верхние частоты со счетов. В регионе блеска есть подъем с пиком 8000 Гц, что потенциально может слегка усилить искристость и воздушность, а также повысить детальность звонких инструментов, реверберации и дыхания вокалистов. Однако после 8000 Гц спад становится резким, с небольшим подъемом и окончательным падением к 20 тысяч Гц. Такой график говорит о том, что высокие частоты сильно ослаблены, что может сделать звук темным и лишить его воздушности. Для любителей детализированных верхов это может быть минусом, но для тех, кто не любит резкость или сибилянты, это скорее преимущество. В действительности же, перед нами наушники, которые с первых минут демонстрируют свой характер. Это глубокое, очень теплое звучание с акцентом на мощный суббас и подчеркнутые верхние и средние частоты. Высокие же заметно приглушены, что придает им темноватый и уютный окрас. Их звучание можно описать как расслабленное и атмосферное, своеобразной подачей, где низы обеспечивают погружение, а верхние и средние добавляют четкости вокалу и инструментальным партиям. Однако из-за сглаженного верха звук теряет немного воздуха и открытости, что делает его менее ярким, но более комфортным для длительного прослушивания. Звучание Defiant можно охарактеризовать как энергичное, динамичное и эмоционально вовлекающее. Они вряд ли подойдут тем, кто ищет кристально-прозрачный или воздушный окрас, но для жанра вроде хип-хопа, электроники, рока или поп-музыки это может быть отличный выбор. Низкие частоты Juicer Defiant можно описать как глубокие, гулкие и контролируемые, с акцентом на суббас, который добавляет физическую вибрацию и эмоциональную вовлеченность. Это не бассхедные наушники, но бас здесь ощутимый, с хорошей текстурой и скоростью, что делает его универсальным для разных жанров. Суббас у этих наушников это настоящая глубина. Он ощущается как мягкий, но мощный гул, который обволакивает и создает эффект погружения. Его вибрации добавляют вес и атмосферу, особенно в электронных и кинематографических треках. Например, в песне Massive Attack Angel суббас создает мощный, обволакивающий фундамент, подчеркивая медленный гипнотический ритм. Суббас здесь не доминирует, но его присутствие ощущается как мягкое, но уверенное давление, добавляющее трекам объема. Мидбас плотный, слегка раскатистый, ударный и с хорошей текстурой. Но из-за его постепенного спада он не слишком мясистый или теплый. Панч присутствует, но он не такой агрессивный, как у наушников с более ровным басовым диапазоном. Мидбас идеально подходит для рока, хип-хопа и поп-музыки.
В треке Metallica Sad But True бас-гитара и удары барабанов звучат плотно и четко, с хорошей атакой и контролируемым затуханием, что предотвращает гудение. Мидбас добавляет живости, но не забивает вокал или инструменты, сохраняя баланс частот. В целом, бас у Juicer Defiant это не про количество, а про качество, которое добавляет трекам драйва без чрезмерной агрессии. Он хорошо очерчен, с отличной скоростью, что делает его подходящим даже для сложных треков, где басовые линии остаются разборчивыми и текстурными. Средние частоты Defiant это без преувеличения сердце их звучания. Они пышные, эмоциональные и по-настоящему иммерсивные. Легкая теплота в тюнинге добавляет вокалу и инструментам уют, не превращая звук в кашу. Балансная арматура здесь обеспечивает чистоту и разрешение, а настройка от Z-Reviews делает середину одновременно технической и музыкальной, но не чрезвычайно теплой. Нижняя середина звучит густо и насыщенно, что особенно ощутимо в мужском вокале и инструментах, таких как виолончель или акустическая гитара. В треке Norah Jones Come Away With Me голос певицы передается с теплотой и дыханием, создавая интимную атмосферу. Нижний и средний добавляют телесности, но не делают звук мутным благодаря точной настройке арматурного излучателя. Средний обладает музыкальной естественностью, которая позволяет наслаждаться как вокальными, так и инструментальными композициями. Они слегка утоплены относительно баса и верхних средних, создавая мягкую, V-образную подпись, но это не делает их вторичными. Например, в джазовом треке Fear It Oddman Look, Stop and Listen саксофон и фортепиано звучат с отличной текстурой и разделением, а сцена ощущается просторной. Мужской вокал здесь подается с теплым, насыщенным оттенком, а голос звучит чуть дальше от слушателя, но с хорошей телесностью и весом. Характер подачи Defiant отлично подходит для исполнителей с бархатистым тембром, например, Джонни Кэш или Фрэнк Синатра. Их голоса звучат обволакивающе и уютно, почти камерно. Такой тюнинг хорошо подчеркивает бархатистые тембры и делает баритон более округлым, плавным, без назойливой агрессии. Женский же вокал звучит ближе, ярче и четче. Он выдвигается вперед в композиции, особенно в верхних пиках. Это придает голосам ясности и выразительности, особенно в сопрано-регистре. Однако акцент на верхних средних в некоторых треках может звучать немного резко. Например, звонкие ноты подчеркиваются, и в определенных моментах появляется ощущение яркости на грани комфорта, но без явного присутствия сибилянтов. Верхние средние чистые, энергичные и детализированные, что делает женские вокалы и солирующие инструменты более выразительными. В треке Карла Моррисон Disfruto вокал звучит эмоционально и четко, с акцентом на нюансах дыхания и артикуляции. Подъем в этом диапазоне добавляет экспрессии, но иногда может граничить с легкой резкостью в зависимости от выбранного трека и источника. Подводя итог, средние частоты в этих наушниках – это эмоциональный центр, который балансирует между теплотою и музыкальностью. Они идеально подходят для вокальных жанров, джаза и акустической музыки, обеспечивая естественное и ненавязчивое звучание. Высокие частоты в Defiant – это баланс между блеском и комфортом. Они не пытаются поразить сверхдетализацией, но обеспечивают достаточно воздуха и искры, чтобы треки звучали живо. Они гладкие и утонченные, с акцентом на музыкальность, а не на сухую аналитику, что делает эти АЕМы отличным выбором для тех, кто чувствителен к резкости, но не готов жертвовать нюансами. В диапазоне присутствия высокие частоты звучат ярко, но мягко, добавляя трекам воздушности и четкости. В треке Max Richter On the Nature of Daylight струнные и колокольчики звучат с тонкой детализацией, а их затухание передается максимально естественно. Этот диапазон отлично раскрывает нюансы перкуссии и струнных, но не делает их острыми или навязчивыми. А в регионе блеска частоты воздушные и прозрачные, обеспечивая ощущение пространства и открытости. Такие инструменты, как скрипка и флейта, звучат с легкостью и блеском, но без утомительного звона. Defiant не стремится к гипердетализации, как некоторые аналитические АЕМы, но их разрешение остается на высоком уровне для их сцены. Звуковая сцена Juicer Defiant просторная, глубокая и атмосферная, которая превосходит ожидания для АЕМов в ценовом сегменте до $100.
Она не достигает уровня полноразмерных наушников или топовых АЕМ, но для довольно бюджетной модели она демонстрирует удивительную ширину, глубину и даже ощутимую высоту, которая создает эффект оперного зала. Разделение инструментов четкое, чистое и дисциплинированное, что позволяет каждому инструменту занимать свое место в композиции. Гибридная конфигурация обеспечивает отличную синхронность, избегая разрыва между частотными диапазонами. Defiant не стремятся к гипераналитичности, но их разрешение и разделение находятся на уровне, который делает их подходящими для сложных аранжировок. А вот визуализация в Defiant точная и пространственная, позволяющая слушателю с легкостью определять положение инструментов и вокала в звуковой сцене. Defiant не просто рисует звуки, а создает трехмерную картину, где каждый элемент занимает свое место с естественной точностью. Это делает их подходящими не только для музыки, но и для игр, где позиционирование звуков критично. Итак, давайте разберемся, кому подойдут Juicer Defiant. И первые – это аудиофилы, так как их легкая V-образная подача обеспечит энергичное и эмоциональное звучание, которое нравится любителям вовлекающего звука. Глубокий текстурный бас, пышные средние и гладкие высокие частоты делают их универсальными для большинства жанров. А вторая категория вытекает из первой – это любителям разнообразных жанров, так как это максимально универсальные в подборе музыки наушники, которые отлично справляются с разными жанрами. Неважно, слушаете ли вы электронику, джаз, рок или оркестровую музыку, они обеспечат отличное музыкальное звучание без провалов в каком-то одном направлении. Также Defiant — это отличный выбор для геймеров, которые ищут качественный звук и точное позиционирование в играх, не жертвуя музыкальностью. Их подача делают эти наушники подходящими для шутеров, RPG или других игр, где важна звуковая сцена и локализация. И напоследок эта модель подойдет тем, кто чувствителен к резким высоким частотам. Если вы не переносите резкие или сибилятивные верха, то эта модель может приятно вас удивить. Высокие частоты здесь гладкие и воздушные, с достаточным количеством деталей, но без утомления даже на высокой громкости. А вот не подойдут эти наушники любителям нейтрального звука. Если вы ищете абсолютно плоскую звуковую подпись для мониторинга или студийной работы, то Defiant могут показаться для вас слишком музыкальными из-за V-образной подачи. Также это не особо удачный вариант для аудиофилов, которые ищут аналитическое звучание с акцентом на микродетали, или тем, кто предпочитает абсолютно нейтральную звуковую подпись без приподнятых частот. И напоследок, этот сет не подойдет басхедам, и хотя бас у Defiant глубокий и текстурный, он не басхедный. Для EDM или для дабстепа лучше рассмотреть АЕМы с более агрессивным низом. Резюмируя, Juicer XZ Reviews Defiant – это выдающиеся АЕМы, которые превышают ожидания от бюджетного сегмента. Их теплая и музыкальная V-образная подача дарит энергичное и вовлекающее звучание, которое подходит почти для любого направления. Суббас мощный и обволакивающий, идеально подходящий для электроники или саундтреков, но мидбасу не хватает этой мясистости. Средние частоты слегка утоплены, что делает вокальные инструменты менее насыщенными, хотя подъем верхних средних добавляет четкости и детализации, особенно женскому вокалу, но может давать эту резкость. Высокие частоты в регионе блеска сильно ослаблены, из-за чего звук теряет воздушность и открытость, что ограничивает их в жанрах, требующих аналитичности, такие как джаз или классика. Мужской вокал звучит разборчиво, но отстраненно, с недостатком теплоты, а женский же вокал более выразительный, но иногда рисковат. Наушники комфортны для долгих сессий прослушивания, благодаря отсутствию сибилянтов, но при этом жертвуют воздушностью звука. Defiant отлично подойдут для жанров вроде соула, R&B, трип-хопа, джаза, электронной или акустической музыки, а также для расслабленного вечернего прослушивания. Они раскрываются лучше всего на теплых, детализированных источниках с хорошей мощностью на низах. А на это у меня все. Напишите в комментариях, что вы думаете о Defiant. Понравились они вам или может вы уже их послушали? А еще обязательно делитесь своими любимыми треками для теста АЕМов. Мне всегда интересно узнать, под что вы проверяете звук. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые обзоры. До встречи и пусть ваш звук всегда будет на высоте. Пока-пока.